Какой чудесный хлеб! Здесь у меня 75 грамм ржаной муки и 75 грамм обычной белой муки высшего сорта. Добавляем к этой муке малюсенькое количество сухих дрожжей. Перемешаем это все. И, конечно же, ржаной хлеб всегда лучше с добавками, со всякими семенами. Вот у меня здесь 20 грамм льняных семян. Так, добавляем. И еще я добавлю семечки вот такие подсолнечника. И здесь у меня еще чуть-чуть тыквенных семечек. Это уже по вашему выбору. Здесь у меня 50 грамм вот этих семечек. Перемешайте это все. Добавьте сюда 200 миллилитров обычной воды комнатной температуры и столовую ложку патоки. Перемешаем это. Все хорошо перемешано. Закваска для ржаного хлеба готова. Накрываем пленкой и поставьте в холодильник на 12-24 часа. Когда у вас будет время, продолжите. Прошли сутки. Посмотрите, как теперь выглядит наша закваска. Самое время продолжить готовить наш чудесный ржаной хлеб. Здесь у меня 400 грамм ржаной муки, пол чайной ложки, даже чуть меньше сухих дрожжей. Перемешаем. 2 чайные ложки соли. Перемешаем тоже. Теперь переносим этот стартер вот сюда, в эту миску с мукой. Также сюда нужно добавить жидкий мед. 1 столовая ложка будет достаточно. Вот у меня такой чудеснейший мед Сицилии. Очень вкусный. Осталось добавить воду и замесить тесто. Здесь у меня 200 миллилитров воды комнатной температуры. Добавляем не все, а примерно, может быть, 150 миллилитров. Чуть-чуть оставьте, замесите тесто и посмотрите. Если понадобится, добавьте и остальную воду. Похоже, что вся вода нам понадобится. Итак, я добавляю оставшуюся воду. Хотите рукой, хотите ложкой, продолжайте, как вам удобнее. Я предпочитаю рукой замесить. Вся мука уже в тесте. Под конец добавляем 1 ладошку растительного масла. И тоже все это хорошенько перемешаем. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось, как оно собралось в один комочек. Посмотрите, видите? Теперь накройте это тесто и оставьте в теплом месте, обязательно в теплом месте, чтобы оно увеличилось в размере. Так как это тесто из ржаной муки, не ожидайте, что оно сильно увеличится. Итак, накрываем крышкой, накрываем одеялами и ждем, пока оно увеличится в размере. Посмотрите, какое тесто получилось. Как я и предупреждала, тесто из ржаной муки не особенно увеличивается в размере. Несколько часов вы дали отдохнуть своему тесту, этого будет достаточно. Нам понадобится форма для выпекания хлеба. В зависимости от размера вашей формы, вам, может быть, понадобится 1 или 2. У меня вот такая большая форма, это рассчитано на килограммовый хлеб. Я обычно сохраняю бумагу от сливочного масла, и затем, когда нужно обмазать формы для выпечки, вот эти бумаги очень помогают. Перенесем это тесто в подготовленную форму. Посмотрите, как оно легко берется. Придайте вот такую продолговатую форму, какая есть у вашей формы для выпечки. Вот так вот. Утрамбуйте немножечко. Накройте пленкой. Теперь осталось поставить в теплое место, накройте одеялом теплым и ждите, пока ваше ржаное тесто немножечко увеличится в размере. Затем я вам покажу, как узнать, что ваше тесто готово к выпечке. Итак, накрываем теплым одеялом, ставим в теплое место
и ждем. Посмотрите, как тесто чудесно поднялось. Видите? И вот вам признак, по которому можно узнать, что хлеб ваш готов пойти в духовку. Пальчиком слегка придавите вот в углу где-нибудь. Видите? И если остается вот такая вмятина на тесте, значит тесто готово к выпечке. А если же тесто обратно поднимается, значит оно еще не подошло. Итак, тесто абсолютно готово к выпечке. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до готовности. Перед тем, как поставить в духовку, можно слегка, очень аккуратно обмазать молоком поверхность вашего теста. Аккуратненько вот так обмажьте. Не давите, чтобы тесто не осело. И сверху я еще присыплю семечками. Посмотрите на этот чудесный хлеб, как он аппетитно выглядит. Всего лишь 30 минут я продержала в духовке при температуре 200 градусов. И вот вам результат. Конечно же, всегда смотрите по своей духовке. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Оставьте минут на 10 этот хлеб в форме и затем достанем. Как легко хлеб вышел из формы, как он чудесно выглядит. Как определить готовность хлеба? Очень просто. Берете пальчиком и простукиваете ваш хлеб. Слышите звук пустоты? Значит, ваш хлеб готов. Если же нет, поставьте еще на пару минут вот так без формы обратно в духовку, чтобы он окончательно подрумянился и приготовился. Дожидаемся, пока он полностью остынет. Наш хлеб полностью остыл. И самое время разрезать и насладиться этим чудесным хлебом. Это такая вкуснятина. Ну, как тут не запоешь? Какой чудесный хлеб! Я женщина с Кавказа, а на Кавказе хлеб в большом почете. Хлеб для меня является главным блюдом на столе. Особенно вот такой вкусный хлеб, когда сам испечешь, действительно огромное наслаждение. Кладем сюда кусочек сыра, кусочек копченой рыбы. Знаете что? Я еще очень люблю свежий лук, особенно вот такой красный. Если вы, как я, любите лук, нарежьте его мелко и добавьте на свой хлеб. Но это уже на любителя. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Я вам очень рекомендую. Хлеб получается чудесный. Спасибо за просмотр и обязательно подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Итак, буду пробовать в очередной 100-й раз. По-моему, с каждым разом вкуснее и вкуснее. Готовьте на здоровье.